Камбоджа. Это 12-я страна нашего путешествия. Мы только что прошли границу со Вьетнамом и отправляемся в столицу Камбоджи. Мы едем сейчас в такси, потому что нам пришлось взять такси. Нет автобусов, нет маршруток, нет никакого транспорта. И очень многим компаниям запрещено брать иностранцев на борт, иначе они очень сильно пострадают. И это, возможно, одна из причин, по которым нас до этого не хотели брать и останавливаться. Нам показывали просто нет. Так что сейчас мы взяли такси. Да, это, конечно, очень дорого, $30 за где-то 150 или 170 километров. Но когда я смотрел автобусы и такси, то цена была 65, и нам предложили 30. Мы как-то особо не думая, в стрессе согласились. На самом деле мы потом уже понимаем, что, конечно, это очень дорого. Но у нас нет выбора, мы просто рискуем остаться в Камбодже, я не знаю, на неопределенный срок, потому что Таиланд закрывает свои границы завтра. То есть у нас есть только ровно один день, чтобы добраться до Таиланда, и у нас нет выбора. Почти вся дорога до столицы Пномпень примерно выглядит вот так вот. Узкая дорога, две полосы, мотороллеры с правой полосы, мотороллеры в правой полосе, машина и встречка. И встречка часто едет с дальним светом. Вот так вот. И ужасно слепит. Нам ехать на такси несколько часов до столицы. Но что останется за кадром в столице? В поисках автобуса нам пришлось пройти весь город пешком. Уже совсем стемнело, но каким-то чудом мы обменяли деньги у местного жителя и нашли вокзал. Нашли информацию еще, что автобус есть один до границы, и он выходит буквально через полчаса, но едет всю ночь и весь день. Но через полчаса у дверей вокзала мы узнали, что вокзал закрыт. Но нам показали место на карте, где находится второй вокзал, так что оставалась небольшая надежда на второй автобус. Но перед этим я расскажу, что еще осталось за кадром. Это охранники, спящие в гамаках прямо на улице города, перед магазинами с закрытыми железными жалюзями, потому что страна еще не окрепла после последней гражданской войны, и в городе орудуют мародеры. Мы подъезжаем на нашем такси уже до центра. Банк бред. Да не, бред какой-то. В Камбодже в магазинах все цены указаны в долларах и продублированы в реалиях. Это, я не знаю, как правильно произносится, это местная их валюта. И цены довольно высокие, но самое жесткое это, конечно, презервативы. Но самое жесткое это просто презервативы за $10. Это пипец как дорого. Вот и подъехал наш автобус до Бангкока. Оказывается, он спальный. Я почему-то, когда регал, я не знал. Здесь немножко шумно, потому что кондишка ужасно работает. Ну вот, и примерно как спальное место выглядит. Вот такое вот спальное место. Я не знаю, я думаю, что, скорее всего, здесь не помещусь. С одной стороны 2 места, и снизу здесь тоже 2 места. Да, здесь не видно ничего сейчас. И справа одно место, и над ним еще одно место. И мы пока что единственные, и кроме нас просто никого нет. Ну, кроме этих мотоциклов, которые уже, я не знаю, их заснял или нет. Но, в общем, там стоят мотоциклы, запечатанные полностью. И, по-моему, как я понимаю, их повезут точно так же, как посылки везут. Почему-то ко мне прибежала проводница и показывала, где мое место. Хотя я знаю, где мое место, где мои вещи лежат. Вот эти мотоциклы, которые я хотел показать. Я больше не помню, их снимал или нет. Выглядят они вот так вот. Они уже запечатаны с одной стороны. И их повезут как посылку. Не знаю, правда, докуда, но вот так вот они, скорее всего, их боком, наверное, будут ставить, как я понимаю. А вот, кстати, тараканы. Огроменные. Есть огромные крысы и огромные тараканы. Это наш автобус. С виду обычный непримечательный автобус. Здесь единственная моя только сумка, а это все остальное посылки. То есть, кроме меня, никого нет пока что. Наконец-то мы покинули наш спальный автобус, в котором спать было ужасно. Даже ужасная вибрация, дорога заняла. Вот сейчас вот мы ехали 13 часов до границы. 400 километров за 13 часов.
Офигенно. Что это вообще такое? И почему-то нам нужно проходить границу самим. То есть мы вышли за где-то 500 метров. Сейчас нам надо дойти до границы, которая вот здесь вот сзади. И мы сами проходим границу, хотя все остальные пассажиры почему-то остались у автобуса. Я не знаю, сколько это по времени займет, но сегодня в любом случае последний день прохождения границы на, так скажем, облегченных условиях, потому что с завтрашнего дня граница с Таиландом будет практически закрыта. Она не то что закрыта, но нужны будет специальные разрешения, что не болеешь короной, страховка на 100 тысяч именно от короны. Ну, короче говоря, сплошной геморрой, поэтому в любом случае надо сегодня. И, кстати, за 2 дня траты составили в районе $150 на двоих. Это, конечно, ужасно дорого. Это прям, прям удар по сердцу. Точнее, в самое сердце. Поймет. В смысле название города поймет. Нас догнал наш автобус, и водитель нам показал, чтобы мы садились обратно в автобус и ехали дальше вместе. Очень странно, что никто ничего не пытается объяснить. Вначале нам показали пальцем, типа идите сами до границы, потом садитесь и поехали вместе. Может быть, конечно, это забота о нас, чтобы мы быстрее прошли границу. Приграничная зона — это вообще очень классная территория с огромным количеством торговцев, так называемых челноков. Я не знаю, какой смысл было залезать в автобус, потому что вот этот круг, мы проехали здесь буквально, я не знаю, сколько, 50 метров, пошли сюда, и в офисе нам выдали такую карточку, сейчас покажу. В общем, от того здания, от того офиса нужно идти departure, где нам должны проштамповать паспорта. Здесь вообще непонятно такое же движение, как и всегда. Идешь, все на расслабончике. Никто никому ничего не говорит, кто-то кому-то машет. Ну, это не мне. Ну вот, короче, идем сюда, штампуемся. Я надеюсь, что дальше мы садимся в автобус и едем дальше. Это моя идея. Все, проштамповали нас. Здесь детишки попрошайки. Слава богу, нас не заметили. Дети, кстати, очень красивая, приятная внешность. Я только что заметил, что то, что вот этот вот нам бейджик выдали, здесь написано VIP бас. Я, честно говоря, боюсь представить, как тогда выглядит самый-самый обычный автобус, потому что это ужасно, да. Ну вот, еще попрошайки сидят целый день тут, попрошайничают. И вот вам граница, Таиланд, Камбоджа, вот так вот она выглядит. То, что, к сожалению, опять осталось за кадром. Мы прошли только камбоджийскую границу, осталась тайская. Тайская часть — это очень длинный туннель. Несколько раз проверяли документы, просили заполнить какие-то разные анкеты. Но есть стандартные про цель путешествий и ковидная. Один из бланков нужно было закинуть самостоятельно в ящик, и за этим следил специальный работник. У людей было так много в этом коридоре, что половина из них просто проходила мимо, а часть при заполнении передумывала и просто уходила дальше на свой автобус до Бангкока. Закончился первый круг ада, и мы обратно вернулись в Бангкок. Хорошо, что практически без приключений. Единственное приключение, что нас не довезли и до центра не довезли, и до аэропорта, короче говоря, довезли. И отсюда, ребят, езжайте сами, как хотите, куда хотите. Начал водитель требовать деньги с нас. Ну, я имею в виду не только с нас, остальных пассажиров. И это все остальные пассажиры были только немцы. Мы пошли им немножко навстречу и подсказали, что билет-то у нас до самого центра. Поэтому ребята поехали бесплатно, а нам придется платить за вот этот вот замечательный транспорт. Это кузов пикапа, переделанный просто под перевозку пассажиров. Это поручни, крыша и все. И мы в кузове пикапа сейчас сидим вот на таких вот стульчиках небольших. И все это чудо стоит 21 бат. А мы не едем до центра, потому что нас обещал приютить один вьетнамовец, который живет недалеко от аэропорта Бангкока. Но на следующее утро он почитал новости и решил нас просто выгнать, потому что по всем новостям говорили, что европейцы являются разносчиками заразы. Это обычный ресторанчик на улицах Бангкока, и вот такая табличка: только можно забрать с собой. То есть нельзя заказать еду и покушать на месте. Вот и кафе, рестораны все пустые практически. Смотри, как сдохнет.
И наступил момент, когда все границы закрылись. Но мы решили остаться в Таиланде пока что. Но если вы смотрите эту серию, значит я нахожусь уже в новом путешествии. До встречи в новых приключениях.